Всем привет! Сегодня буду разбираться, как на питоне создавать экселевские файлики, модифицировать их, форматировать, формулы создавать и всякое такое разное. В результате сегодняшней работы будет код, который сможет генерить вот такую вот красоту. Для работы с Excel в питоне я буду использовать библиотеку OpenPI Excel. В задачи сегодняшнего видео не входит полноценное раскрытие всех возможностей OpenPXL модуля пакета. Я разберу лишь те функции и возможности, которыми я пользуюсь, в том числе при работе с Google API, которые есть у меня на канале видео, и при работе с OpenAPI Тинькофф Инвестиций. Это нам пригодится в дальнейших видео, которые обязательно будут продолжать темы Тинькофф Инвестиций и OpenAPI и Google API. Подскакали. Естественно, у Python существует не один пакет для работы с Excel. Есть разные пакеты, есть попроще даже, чем OpenPy Excel. Но именно этот пакет мне понравился набором возможностей, которые порой нету в других пакетах. Он делает почти все, что нужно, мне, по крайней мере. Пакет достаточно известный, постоянно обновляется. В общем, штука классная. Но если вы пользуетесь какими-то другими пакетами, не проблема. Они даже во многом бывают и похожи на OpenPXL. Вот. Конкретно этот пакет может создать экселевский файлик с таблицами, он может их прочитать, он может форматировать, может вставлять функции экселевские, может пивотить таблицы. Ну, все, что нужно, он делает. Даже с чартсами работает, с графиками. И есть методы для работы с пандой из NumPy. Хороший пакет, одним словом. Весь мой сегодняшнее видео, все мое сегодняшнее видео состоит из нескольких примеров, буквально их 5 штук. Код, как обычно, будет выложен в данном случае на GitHub. Ссылка под видео, смотрите. Если у вас будут какие-то вопросы или я что-то не раскрою, раскрыть понадобится, пишите в комментариях, разберемся по ходу дела вместе. Вот, есть какие-то тонкости, нюансы, которые я не раскрыл, а они обязательно есть. Вот, я с удовольствием помогу, если будут какие-то вопросы. Итак, приступаем. Для установки пакет, как обычно, pip install OpenPI-XL, или я создал файлик rec.txt, который можно проинсталлить все зависимости через pip install. Здесь у меня также есть пакет Faker, который понадобится мне в примерах для того, чтобы создать фейковые данные для записи их в табличку. Все примеры я собрал в пакете Examples. У нас есть функция DataSamples, которая использует Faker для создания данных. В данном случае я делаю массив, который буду писать в Excel таблицу. Сначала мы создаем фейковое имя в рушном локале. То есть это будет русскоязычное имя, фамилия, отчество. Генерим номер какой-то и случайное цифровое значение, которое тоже будем писать в табличку. Всего делаем сотню строчек, соответственно, значений. Их мы будем писать. И первый пример, который будем разбирать, это, собственно, создание таблички. Создание таблички, запись в нее вот этих вот генерированных данных. Здесь все просто. То есть по структуре я просто беру пакет, из него вызываю E1 create example функцию. Что нужно сделать, чтобы создать сначала файлик для записи дальнейшей его в Excel формат? Берем класс workbook и создаем книжку, в которой будут храниться таблички. Затем мы создаем, собственно, таблички, вкладочки вот эти вот. Вот это, вот это, вот это. То есть эти вкладочки мы создаем. Что интересно, по умолчанию, когда мы вызываем инициализацию класса workbook, у нас создается workbook с одной табличкой с дефолтным именем sheet. То есть, если вот эту функцию мы уберем, видите, вот здесь у нас 4 вкладки, хотя мы создали их всего 3. Всего 3 вкладочки, 3 таблички. И нам, соответственно, вот эта вкладка, вот эта таблица была создана по умолчанию при инициализации объекта workbook. Это нам не нужно.
соответственно, мы должны ее удалить. Вот таким вот образом. Этим мы удаляем таблицу sheet дефолтную из вновь созданного воркбука. Видите, пропал sheets. Дальше все просто. Создали бук, создаем sheet. Сколько нам нужно табличек, столько раз мы их и создаем. Затем мы в цикле записываем в эти таблички наши фейковые данные. Все очень просто, то есть мы перебираем все таблицы в книге, берем данные, которые получили, построчно их записываем в каждую из таблиц. У нас везде будут случайные данные, и в итоге после работы получаем вот такой вот файлик. Здесь у нас в каждой таблице по 3 колонки, сгенеренные имя, фамилия, отчество, телефон и некие случайные цифровые значения. То есть здесь мы используем, получается, инициализация, удаление, создание таблицы, перебор таблиц, наполнение таблиц, каждой из таблиц данными. И затем сохраняем полученный workbook в указанный файлик. Тест XLX в данном случае. В данном случае мы каждый раз создаем новую таблицу и каждый раз перезаписываем, если этот файлик у нас уже существует. То есть сохраняться ничего не будет. То есть это вот такой простой способ сохранить все полученные данные. Например, мы в Тинькофф Инвестициях на парселе получили по OpenAPI данные по нашим бумагам, и нам нужно их сохранить в табличку. Это вот так вот легко делается. Если мы хотим записать в какую-то конкретную табличку, данную в файлике, мы можем получить его с помощью индексов или с помощью имен таблиц, вкладок. И это я покажу дальше. Теперь поговорим о чтении экселевских файликов, таблиц. Тоже все очень крайне просто. Для того, чтобы открыть файлик, который уже был создан, используем метод loadWorkbook, где указываем путь до файла, который хотим открыть. И у нас получается очередной бук, очередная книжка, которая по сути объект, в котором есть словарь шитсов, табличек, которые можно получить в том числе по имени. В том числе таблицы можно получить из массива worksheets по индексу, начиная с нуля. Также можно получить текущую активную табличку. То есть вот у нас есть файлик. Если я выделю вот эту табличку и нажму «Сохранить ее», а потом с помощью Load Workbook открою ее и обращусь к таблице Book Active, то я буду читать вот эту табличку коллеги. Если я выберу клиента и сохраню, и обращусь к таблице, к workbook, выберу активную таблицу, то, соответственно, я буду читать клиенты. Это иногда сбивает с толку, поэтому имейте в виду. В случае, когда я выбираю по индексам, соответственно, важно не менять положение вкладок. То есть если я возьму вот так, перемещу табличку и нажму «Сохранить», а индекс останется один, то я открою совсем другую табличку, если сделаю вот такой вот порядок. Ну, понятно, то есть это обращение к таблицам по их положению в воркбуке. Так, наверное. И способ по названию таблички. Здесь работает русскоязычное название и англоязычное название. Ничего дополнительно делать не нужно. В этом случае, если я сейчас переименую вкладку табличку коллеги во что-то другое и попробую получить здесь, то ничего хорошего не получится. Давайте проверим. Например, я нажму вот так вот. Нажму «Сохранить». А теперь попробую прочитать. Получу ошибку. Worksheet коллеги doesn't exist. То есть делаю вот так и нормально все читаю. То есть выбор таблиц, 3 способа выбора таблиц у нас существует. Также есть методы для получения этих таблиц по именам, по индексам, еще какие-то дополнительные. Но я вот пользуюсь такими способами для выбора. Какой из них использовать, решать вам, как вам удобнее. Дальше. Мы получили табличку, с которой хотим работать. Теперь нужно прочитать данные из нее. Есть несколько способов, как это можно сделать.
Самый простейший. Мы используем property values и перебираем их в цикле. Мы могли бы не использовать values. В этом случае нам бы отдавалась ячейка, объект класса cell, и в этом случае мы получали бы значение ячейки вот таким вот образом. Также мы могли бы получать некоторые другие properties, в том числе, например, допустим, фонд. Видите? То есть у каждой ячейки есть разные properties, в том числе properties, которые отвечают за стилизацию, за ширину столбца, и в том числе values, которые отвечают, собственно, за значение ячейки. Вот. И мы можем перебирать, если нас интересует только значение, сразу values перебирать. Values. Но в этом случае мы не сможем, например, узнать, какой фонд используется в ячейке. Получим просто ошибку. То есть в данном случае мы можем перебирать только values. Ну и есть рекомендованный метод iter_rows, который итерирует у нас в табличке строки с данными. У него есть стартовая строка, откуда начинать, максимальная строка, которая заканчивает колонки. То есть все вот это можно использовать. И этот метод, в общем-то, предпочтительнее для работы. Вот. Но по моим ощущениям, такой способ быстрее, но не факт. Все, собственно, вот это вот основная рабочая конструкция для чтения любой Excel таблички на Python с помощью OpenPI Excel. Поехали дальше. Итак, теперь интересно, как можно изменять уже созданную табличку. Например, в данном случае у меня есть табличка с некими данными пользователей, коллег, клиентов или что-то такое. У нас есть проблема, что нет строки с заголовками. Хотелось бы ее добавить. Но данные у нас уже в Excel как бы записаны, предположим, и мы хотим сдвинуть немножко все это вниз или просто вставить строку выше всех данных и заполнить эту строку заголовками. Как это можно сделать? У нас есть у шитцев, у таблиц метод insert_rows, который вставляет строку выше указанного индекса. Можно использовать, если на самый верх вставляем по умолчанию нулевой индекс, хотя, конечно, первая строка имеет индекс единичку. То есть, если я сюда напишу 10, то строка будет вставлена выше 10 строки в табличке. В данном случае станется строка в самый верх. Строка будет пустая, без данных. А записать в эту строку данные, как мы используем метод append, к сожалению, такого метода у OpenPI Excel нету. То есть мы не можем, как мы использовали при наполнении метод append, было бы логично, допустим, указывать здесь какой-то индекс, куда бы мы добавляли эту строчку, допустим, выше строки без insert_rows. Ну, нет такого метода. Можно его, конечно, написать самим. Вот. И, по сути, он будет делать такое, что вставлять... То есть сначала будет вставляться строка пустая, а потом она будет наполняться данными. Давайте посмотрим, что из этого получится. То есть мы берем сейчас табличку коллеги. Давайте используем другой метод, допустим. У нас будет book, worksheets, book. Пусть будет такой. Не знаю, какой попадется. Вот, то есть возьмем какую-то из табличек в workbook, вставим сюда строку для заголовка и наполним заголовок текстовыми данными. Посмотрим, что получается. Вот эту штуку пока спрячем. Это чуть попозже. Смотрим. То есть сначала у нас была вот в этой вкладочке, в этой табличке данные также представлены, а мы взяли, вставили строку и вписали сюда заголовки. Все просто. Если вы посмотрите в этот метод, что он делает, по сути, он просто делает move cells, то есть сдвигает ячейки, которые у нас уже есть в таблице, и увеличивает
значение максимальной строки в таблице. То есть он просто смещает на указанное количество строк данные. Вот. Естественно, кроме вставки строк мы можем их и удалять. Смотрите, у нас вот здесь вот идет второй строкой Мирослав Тимурович Федоров. Давайте его удалим. Удалим. Это у нас будет первая, вторая, да? Поскакали. Ну вот вроде удалили. Также мы можем сдвигать уже имеющиеся данные. Например, мы можем сдвинуть не только вниз, что делали insert rows'ами. Безусловно, есть методы insert columns, insert calls, по-моему, так он называется. Также мы можем вручную сдвинуть наши данные, которые есть. Например, сдвинем на 2 колонки вправо. Что получится? Вот, то есть мы взяли все наши данные и сдвинули на 2 колонки вправо. Также мы можем сдвигать на отрицательное количество колонок. В этом случае колонки, данные у нас будут сдвигаться влево. То есть, когда у нас положительное значение calls, мы сдвигаемся вправо. Когда у нас отрицательное значение calls, мы сдвигаемся влево. Если у нас здесь rows, то когда положительное значение rows, мы сдвигаемся вниз. А когда у нас отрицательное, то мы сдвигаемся вверх. И мы можем переворачивать данные здесь, соответственно, тоже. Дальше. В этот же раздел я решил включить еще возможность установки автофильтра. Ну, наверняка знаете, это функционал Excel, очень удобный, очень полезный, когда вы можете сделать первую строку заголовка строкой автофильтра, где можете фильтровать что-то. Вот. Это делается с помощью OpenPI Excel очень просто, добавлением всего лишь вот такого значения, где мы указываем набор, матрицу, которую мы будем фильтровать и сортировать, соответственно. То есть вот эта вот строка просто добавляет вот те выпадающие штуки, которые позволяют нам сортировать и фильтровать данные. Посмотрим, как это выглядит. Все, вот у нас появились данные для сортировки и для фильтрации по каждому из полей, которые мы указали. Вот, собственно, все. Тут очень просто. Важно обратить внимание на такой момент. Мы можем передать в том числе автофильтру условия, по которым будет фильтроваться данные. Например, для второй колонки мы можем задать фильтрацию ячеек, значение которых равно нулю. Как это выглядит? Если мы видим, что, во-первых, здесь уже применен фильтр, ну, если вы Excel работаете, вы знаете этот значочек, то есть фильтр уже как бы применен, но на самом деле он не применен. В инструкции к фильтрам OpenPI Excel написано буквально следующее, что те значения фильтрации, которые мы применяем в коде, они не применяются к Excel файлику. Вот, то есть у нас есть Excel файлик, мы открываем, видим, что у нас отмечен 0, то есть отбирать только только строки, где в этой ячейке значение 0, но оно пока не работает. Нажмем ОК, и он заработает. Вот. То есть это тоже может сбивать с толку в первый раз, но вот оно вот так вот здесь работает. Нелогично, на мой взгляд, но как бы вот оно есть. То же самое касается сортировок. Вот, то есть это будет выглядеть. То есть вот у нас уже отмечена сортировка, но она не применена. Выберем здесь все. Да, что у нас получилось что-нибудь? Нет, не получилось. Вот теперь получилось. Вот, поэтому на самом деле вот эти аргументы, на мой взгляд, достаточно бестолковые, а вот установка автофильтра полезная штука. Значит, по изменениям
наверное, пока все. Стилизация. Как сделать табличку красивой? Красивая табличка визуально лучше преподносит данные и лучше с ними работать удобнее. Первое, что часто нужно, что нам здесь мешает, что не помещаются данные в колонку, колонку нужно расширить. Как это сделать? Использовать OpenPyXL, где метод column_dimensions нам возвращает колонки по их идентификатору, и мы можем присвоить им ширину. Ширина указывается примерно в шрифтах, ну, в количестве символов. Не в пикселях, а в символах. Вот. И как бы все. Указали вручную, и все будет хорошо. Давайте посмотрим, как это работает. Вот. То есть у нас было 50 символов на имена, фамилия, отчество и 20 символов на строку с телефонами. Все, удобно. Дальше. Стилизация ячеек. Что значит стилизация? Мы можем установить шрифт, его стиль, то есть может быть bold, италик, может быть размер шрифта, может быть цвет шрифта. Мы можем заливать ячейки. Вот. Есть много всяких настроек у OpenPyXL, которые позволяют нам работать с украшательствами вот этими всякими. Принцип простой. Мы создаем объект класса какого-то, который каким-то образом определяет стиль. Это может быть шрифт, это может быть заливка. Затем берем ячейку, то есть объект класса cell. У этого объекта есть properties font, fill и какие-то другие еще. И мы присваиваем этой ячейке соответствующий фонд или соответствующую заливку. В принципе, можно всегда посмотреть, какие есть всякие настройки у конкретного объекта стиля, шрифта, заливки или чего-либо еще. Вот, то есть, например, у фонта у нас есть имя, мы можем выбрать шрифт, с которым назначить ячейки, кодировку, семейство, италик, зачеркнутый, подчеркнутый, тени, ну и вот это все, что обычно связано с шрифтами. Заливки у нас бывают разные, у нас бывают градиентные заливки, у нас бывают заливки по паттерну. Вот. При этом вот здесь можно подсмотреть паттерны, которые есть у класса pattern, у класса fill. То есть это умолчательный солид, это заливается в ячейку каким-то фоном какого-то заданного цвета. Что меня на самом деле смущает конкретно в заливках, что заливка, которая фон, это foreground color. Не знаю, почему так. Но то есть, если мы хотим залить ячейку желтым цветом каким-нибудь, да, нам нужно указывать этот цвет в аргументе FG color. Вот. Дальше мы увидим, что мы можем стилизовать с помощью бордеров, границ ячейки. Да, наверное, все. То есть мы создаем объект стилей, присваиваем соответствующим ячейкам их properties и смотрим, что получается. Ну, вот такая вот заливочка. То есть здесь я желтый залил, здесь какой-то другой залил. Да, это вот стандартная заливка, которая есть в OpenPI Excel. То есть я здесь взял Dark Vertical. Вот он. Мог бы взять что-то другое. Вот. А здесь я использовал, ну, типа желтую заливку какую-то. И цвет шрифтов поменял. Вот это вот так вот выглядит. В чем проблема? То, что, конечно, если мы хотим изменить и шрифт, и заливку, и границы ячейки, то очень много кода. Хотелось бы создать один стиль для ячейки, допустим, для заголовка, и применить его ко всем этим ячейкам. Было бы прекрасно, если бы стили можно было бы применять не к ячейкам, а, допустим, к строкам или колонкам. К сожалению, в OpenPI Excel на данный момент такой функции нет. То есть вот хотелось бы, чтобы вот так вот оно работало. То есть, чтобы мы выбрали строку, допустим, и фонд изменили на какой-то цвет. В OpenPy Excel в сегодняшней версии это не работает. Это прям прописано в мануале.
То есть оно работает. Мы можем применить стиль к колонке или строке Excel таблицы, но если в этой колонке и строке уже есть данные, стиль этих данных не изменится. То есть мы применяем стиль к колонке, пишем новые данные в колонку, и эти данные получают тот стиль, который мы указали. Но те данные, что были внесены раньше, до указания стиля, они не изменятся. Такая вот неудобная штука. Соответственно, если мы сначала пишем данные, а потом стилизуем, то эта схема не работает. То есть мы можем сначала создавать скелет таблицы, сразу назначать колонкам определенные стили, а потом уже стилизованные колонки и строки заливать данными. Собственно, заливать данными. Так можно сделать. Есть и другой способ. Мы можем использовать стили. Уже созданные стили, встроенные в OpenPI Excel. Вернее, наверное, они встроены в Excel, я думаю. Вот. Но если вы с Excel работали, вы знаете, что там есть стиль плохой, стиль хороший, еще какие-то разные стили. Они все есть в документации. Где оно у нас тут? Styles. Да, вот они. То есть у нас есть встроенные стили для оформления чисел. Такие вот. Надо вставить их сюда. Вот. Давайте посмотрим, как это выглядит. Мы применили встроенные стили. Их вот даже видно, подсвечивается, видите? Вот он. Bad. Вот good. То есть это встроенные стили в Excel или в OpenPI Excel, я уж не знаю. И, конечно, мы можем создавать свои стили и применять их к неограниченному количеству ячеек. То есть мы создаем стиль, именованный стиль, называем его произвольно. Этому стилю указываем стилизацию шрифта, заливки, создаем, соответственно, стиль границы ячейки и выбираем, какие границы, левую, правую, нижнюю, верхнюю, делать тем стилем границы, который мы создали ранее. Все это запихиваем в стиль, который мы придумали, и можем этот стиль применять к ячейкам таблицы. Есть два способа применения стиля. Я вот использую такой. То есть этот стиль мы можем где-то определить в коде однократно, функции какой-то, и использовать всегда, когда нам нужно. Можем создать массив своих стилей. Все понятно, как это все работает. Давайте посмотрим. Вот такая красотища неземная. То есть у нас уже и заголовок выделен, и фильтры, и сортировки, и все, что хочешь, и все это сделано, в общем-то, в небольшое количество кода. Все очень красиво, просто удобно, невероятно, и так далее. Осталось, собственно, разобраться только с формулами. Но с формулами все вообще совсем просто, проще некуда, прям на 2 минуты осталось. А вот так это все работает. То есть берем ячейку и в значение ее value пишем нашу формулу, которую мы знаем в Excel, и в Excel можем потестить. Я выбрал две простых формулы Excel. Это суммирование и среднее. И записал их в соответствующие ячейки. Как это выглядит? Давайте добавим к нашему прекрасному экселевскому файлику вот эти вот всякие формулы и посмотрим, как это работает. Вот, то есть, что получилось? Это просто формулы, которые суммируют, вернее, находят среднее между C1 и C999. Это суммирует. Вот так вот. Никаких заморочек здесь нет. В общем, что касается Python и OpenPI Excel пакета, это все, что я хотел рассказать.
конечно, повторюсь, у этого пакета есть еще очень много разных прекрасных возможностей. Есть валидация, есть панды, и вот это все, в общем, графики. Возможно, кстати, графики потом как-нибудь рассмотрим. Если вам это интересно, напишите в комментариях, что вам, может быть, еще про это рассказать, потестировать, попробовать, что там сложное получается. Пишите в комментах обязательно. Вот, а я на этом заканчиваю. Спасибо, что досмотрели. Лайкосики, дизлайки, если я в чем-то не прав, где-то накосячил. Тоже все, вы знаете, что делать. До новых встреч. А в следующих видео у нас будет, вероятнее всего, продолжение Тинькофф Инвестиций Open API. В общем, будет еще много всего интересного. Счастливо!